Да уж, не дают такие разработчикам отдохнуть. Все находят и находят новые баги. Благо, что сейчас они работают оперативно. И поэтому мы получаем обновление, которое весит 1 гигабайт. И продолжаем рассматривать скрытые файлы. Немного затронем тему вак-волны, которая сейчас идет. И обсудим попытку разработчиков убить старую версию CSGO Legacy. Так что приготовились внимательно слушать. Смотрим спонсора и погнали. Не знаешь, где лучше всего испытать удачу и выбить классный скин, то добро пожаловать на Hell Store, где ты будешь сражаться против реальных игроков. И на выбор у тебя несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый коинфлип, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И конечно же новиночка Краш, в котором делаешь ставку, если твоя линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если же тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, как ни странно, но сейчас идет достаточно крупная вак-волна. Но самое забавное, что по ходу дела касается она вовсе не игроков Counter-Strike, а Доты. Из предварительной информации задетектился скинченджер, который приказал долго жить. Ну а все на протяжении долгого времени кичились, что никогда и никого не забанят. И вот случился конфуз. Ну а мы наконец-таки начнем с нашего обновления. Короче, пофиксили баг в режиме гонки вооружения, когда вы выполняли экстра килл с дробовика и сразу же побеждали, минуя последний уровень с ножом. В очередной раз пофиксили дым. Теперь же скорректировали видимость игроков в нем и исправили баг, когда на радаре отмечались враги, если вы смотрели сквозь дым или стекла. Далее пофиксили различные баги у анимации осмотра, имеется в виду осмотра оружия от первого лица. Исправили также ошибку, из-за которой некоторые клавиши, отсутствующие на клавиатурах США, не могли быть привязаны. Ну а еще исправили проблему, при которой старая демо не воспроизводилась. Ну и разумеется, пофиксили эксплойты у карты Nuke, Ancient, Anubis и Mirage. И конечно же исправили многострадальные двери, которые выворачивались в разные стороны. И на этом в принципе обновление заканчивается. Но на данный момент появляются новые и новые баги. Такие как невозможность заплентить бобу или кидать гранаты в приседание. Так что, возможно, когда вы увидите этот ролик, может выйти еще одно обновление, которое, скорее всего, пока я записываю сценарий, уже вышло. Ну а мы же с вами смело переходим к новым утечкам и скрытым файлам. Кстати, обязательно посмотрите прошлый ролик, так как данная информация — это продолжение всего того, что удалось найти в крупном обновлении. Как вы уже знаете, мы впервые получили скин на Шокер, он же Зевс. Но вместе с этим они в целом решили немного поменять структуру всего оружия в скриптах. И задели, разумеется, не только стандартные, которые доступны сейчас нам, но и гранату с ВХ, щит и кулаки. Это означает, что над ними в данный момент тоже работают. И мы их обязательно получим в какой-нибудь из режимов. Также я забыл упомянуть в прошлом ролике, что разработчики в своем тестовом меню убрали всплывающее окно для нового оружия, что тоже косвенно намекает на то, что разработчики нас не обманывали и в будущем планируют добавить новый тип оружия в игру. И, возможно, уже этим занимаются. Помимо этого, с недавним крупным обновлением разработчики продолжают доделывать систему Pulse. Ну а кто не в курсе, это что-то наподобие Blueprint скриптов, как это сделано в движке Unreal Engine, для более удобного создания сценария игры. Но после недавней утечки сдается такое впечатление, что при помощи этой фишки мы сможем создавать взаимодействие на карте. То есть привязывать различные кнопки к созданному интерфейсу, которые будут реагировать на какое-либо действие на карте или на события в матче. И по всей видимости, пока что разработчики со всем этим экспериментируют, благодаря чему спалились упоминания новых режимов по типу VIP. Ну и еще парочку интересных событий, которые так или иначе относятся к новым режимам. Ну и напоследок поговорим о попытке убить старую версию игры CSGO Legacy. Дело
Дело в том, что наверняка многие могли не заметить, но с крупным обновлением разработчики отключили функции инвентаря и возможность открыть браузер серверов. Вам будет писаться, что игра устарела и бла-бла-бла. Но самое забавное, что при взломе меню инвентарь, как и браузер серверов, прекрасно себя чувствует. И все вот эти отключения функций сделаны намеренно. Возможно, из-за того, что некоторые умники пытались клеить наклейки на оружие в CSGO Legacy, что приводило к багам или же вовсе удалению предмета из инвентаря. Вот поэтому разработчики и подсуетились. Ну а если вдруг тут есть те, кто до сих пор играет в классическую версию CSGO, то вот вам консольная команда, которая без проблем до сих пор открывает браузер серверов. Ну а на этом, ребята, у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!